Ленин. Ключевой образ эпохи СССР. 4 года творческая группа из историков, кинематографистов, юристов, криминалистов и ученых из других областей изучала документы, связанные с жизнью Владимира Ильича Ульянова-Ленина. Всего было исследовано более 20 тысяч документов. Десятки миллионов страниц из основных российских и зарубежных архивов и библиотек. Фильм, достоверность которого основана на крупнейшем за последнее время исследовании, позволяет с очень высокой точностью дать ответ, каким человеком на самом деле был Владимир Ульянов-Ленин. Многие из представленных документов и фотографий публикуются впервые. Утром в воскресенье 10 мая 1887 года в газетных киосках Симбирска продавались листки экстренного выпуска телеграмм Северного телеграфного агентства, большую часть которых занимало правительственное сообщение о приговоре суда. Смертная казнь через повешение Шевыреву, Ульянову, Генералову, Андреюшкину, Осипанову, посягнувших на жизнь государя-императора. Трагическая сущность последних слов сообщения, приведен в исполнение 8 мая, была осознана Владимиром Ульяновым только после многократного прочтения. Надежда Владимира Ульянова на то, что царь удовлетворит прошение о помиловании, поданное старшим братом Александром, рухнула. Радостными событиями для семьи становится окончание с золотой медалью женской гимназии Ольгой Ульяновой и мужской гимназии Владимиром 10 июня 1887 года. Мария Александровна принимает решение продать дом и покинуть Симбирск. Дальнейшее пребывание в городе семье государственного преступника стало невозможным. 27 июня в 10 часов вечера на товарно-пассажирском пароходе «Меркурий» Ольга, Владимир и Мария Александровна Ульяновы навсегда покинули Симбирск. В Казани Мария Александровна с сыном и дочерью переночевала в доме у своей сестры Анны Веретенниковой, которая осуждала поступок Александра Ульянова, но тем не менее вместе с мужем охотно помогала Ульяновым. Из Казани они отбыли в имение Кокушкина, доставшееся 5 дочерям доктора Бланка в наследство. Каждая из них владела в имении долей стоимостью около 3000 рублей. 29 июля 1887 года Владимир Ульянов подал 2 прошения на имя ректора Императорского Казанского университета. Первое — о принятии на первый курс юридического факультета. Второе — об освобождении от платы за слушание лекций в осеннем полугодии 1887 года. К середине августа стало известно, что оба прошения были удовлетворены, и Владимир Ульянов принят в число студентов. Владимир Ильич окончил гимназию наилучшим учеником, и фамилия его как наилучшего ученика не была записана на мраморной доске лишь только потому, что люди властимущие видели в нем брата Александра Ульянова, писал одноклассник Владимира. В характеристике гимназиста-выпускника Владимира Ульянова, подписанной директором гимназии Федором Керенским, есть строчки: Присматриваясь ближе к образу домашней жизни и к характеру Ульянова, я не мог не заметить в нем излишней замкнутости и чуждаемости от общения даже со знакомыми людьми, а вне гимназии и с товарищами, и вообще нелюдимости. Императорский Казанский университет в 1887 году был единственным университетом для огромной территории, раскинувшейся восточнее Москвы до Тихого океана. Александр Стопани, соратник Ленина, говорил о Казани тех лет: Казань рабочая и Казань интеллигентская.
Каждая жили своей собственной, обособленной жизнью. Центром жизни Казани номер 2, интеллигентской, была студенческая жизнь. Землячество, кружки самообразования и взаимопомощи, широкое объединение библиотечное и депутатское собрание, вечеринки и прочее. Все это, конечно, подпольно. В 1887-1888 учебном году в университете обучалось 914 студентов. Из них 265 на юридическом факультете. По сословному составу половина студентов была из дворян и чиновников, половина – дети мещан, крестьян, низшего духовенства. 19 августа Владимир Ульянов получил входной билет номер 197. Занятия на юридическом факультете начинались 25 августа, но студент Ульянов переступил порог университета только 2 сентября. Причиной 9-дневного опоздания на учебу послужило обязательство – типографский бланк, предлагаемый каждому студенту на подпись в начале учебного года. Согласно обязательству, студент университета обещал не состоять членом и не принимать участие в каких-либо сообществах, как, например, землячествах, и равно не вступать членом даже в дозволенные законом общества без разрешения на то начальства. Без столь важной подписи абитуриент даже не мог посещать занятия. Министр внутренних дел Дмитрий Толстой писал в секретном докладе: «Землячество, ничем не отличаясь по своей организации от тайных обществ, предоставляют среду, в которую весьма легко проникают революционеры и пользуются ими как для пополнения своих рядов, так и для различных революционных предприятий». Расчет Владимира Ульянова на то, что из-за позднего появления про него забудут, не оправдался. Делопроизводитель получил от него необходимую подпись сразу, как только он оказался в дверях университета. И вопреки данному обещанию, с первых же дней учебы Ульянов вступил в симбирское землячество. Его можно было увидеть в лавке Андрея Дерененкова, где сходились члены землячеств для обсуждения той или иной запрещенной книги, иногда переписанной от руки, или на нелегальной вечеринке в компании учениц Повивального института и земских фельдшерских курсов. Знакомство Владимира Ульянова с высланными из Петербурга курсистками, устроившимися в Повивальный институт при университете, и их менее удачливыми подругами, также высланными из столицы в Казань, привело к тому, что в ноябре 1887 года Владимир всего 8 раз посетил университет. Как позже напишет известный лениновед, столичные курсистки искусно конспирировали, и как ни старались казанские жандармы, они не могли уличить их в противоправительственной деятельности. В свободное от общения с прекрасным полом время он ходил на собрания землячества, которые к концу года сильно участились. В конце октября Мария Александровна, надеясь на благоразумие Владимира, Ольги и Дмитрия, ученика 4 класса, стала чаще отъезжать в родовое имение Кокушкина к своей младшей дочери Марии, посчитав, что в ее отсутствие няня Варвара Григорьевна справится с детьми. В первых числах декабря казанское студенчество было взбудоражено событиями, произошедшими 22 и 26 ноября в Москве. Волнение студентов было вызвано докладом министра народного просвещения от 18 июня 1887 года, получившего народное название «Циркуляр о кухаркиных детях». Доклад министра предполагал изменение социального состава гимназий и трансформации их в полупривилегированные учреждения. Первый пункт этого документа запрещал детям евреев из низших сословий обучение в гимназиях и прогимназиях. Второй пункт
давал право университетам определять плату за слушание лекций, не стесняясь ныне установленной 50-рублевой нормы. Юридически циркуляр противоречил действующему закону от 30 июля 1871 года, провозглашавшему отсутствие сословных и вероисповедных цензов для обучения. Тем не менее, автор документа, министр народного просвещения Делянов, утверждал: в гимназии не место детям лакеев, кучеров, прачек, поваров, мелких лавочников и тому подобных людей. Прибывшие в Казань московские студенты, организаторы беспорядков и протестных действий, на тайном совещании с депутатами студенческих землячеств Казани обсудили доклад министра Делянова, после чего были составлены обращение ко всем казанским студентам и петиция к ректору университета. С начала декабря Владимир стал чаще посещать университет, но не с целью обрести знания. Он был увлечен эмоциональным состоянием студенческих масс, возмущенных несправедливостью властей и их готовности перейти к противостоянию власти вплоть до физического столкновения. Реакционный антисемитский циркуляр, последующий разгон демонстрации с избиением московских студентов вызвали бурю негодования казанского студенчества. 4 декабря 17-летний Владимир Ульянов, старший мужчина в семье, на котором лежала ответственность за будущее сестер и брата, знавший о тяжелой душевной травме, нанесенной старшим братом матери, переступил порог университета как один из организаторов студенческих беспорядков. Руководители землячеств, к которым принадлежал и Владимир, возмущение студентов оценили как момент, который нельзя упустить. Из курительной комнаты, служившей местом для волнительных разговоров о власти, в полдень организаторы сходки демонстрации дружно пошли в аудиторию университета с криками «На сходку! На сходку!». Владимир бежал по коридору, крича «Ура! Ректора! Долой инспекцию!». Выломав дверь в актовый зал, Владимир и студенты стали выступать с речами о царском гнете, о необходимости протеста студентов против установленного режима. Явившийся на сходку инспектор Потапов выдвинул студентам требование разойтись, пригрозив армией и полицией. Студенты бросились на инспектора, нанесли ему несколько ударов. И только благодаря крепкому телосложению Потапов смог выбраться из потасовки без серьезных травм. Вскоре к студентам вышел ректор Николай Александрович Кремлев, либерал, опытный преподаватель, переживший не одно студенческое волнение. Кремлев зачитал петицию, предложенную ему студентами. В ней были требования. Университетом должна заведовать коллегия студентов совершенно самостоятельно. Студенты получают право распределять стипендии и пособия по усмотрению выбранных от студентов лиц. Предложив студентам разойтись, Кремлев удалился. Массовый психоз разгоряченных юношей достиг наивысшей точки к вечеру. Организаторы сходки предложили студентам в знак протеста добровольно выйти из университета. 99 студентов написали заявление о выходе из университета. В их числе был Владимир Ульянов. Один из тех, кто принимал участие в сходке, вспоминал: бурное брожение между студентами продолжалось как в этот день, так и в последующие дни. Студенты толпами ходили по городу и по Воскресенской улице, в особенности, где здание университета и первая полицейская часть. Вечером этого же дня, придя домой, Владимир рассказал матери и сестре Ольге о событиях в университете. Упомянул он и об избиении инспектора Потапова, сказав: инспектор их вывел из себя, и его поколотили. О том, что он сам принимал участие в этом отвратительном действии, Ульянов промолчал.
В ночь с 4 на 5 декабря полиция нагрянула в квартиру Ульяновых. Владимир подвергся аресту и водворению в камеру полицейской части. Далее его переместили в общую камеру пересыльной тюрьмы. Всего было арестовано более 100 студентов. Часть из них отпустили в первые сутки. Остальные остались в камере, пели песни, читали запрещенные стихи, строили планы на будущее. Своим товарищам Владимир заявил, что перед ним один путь – революционная борьба. Выбор, который сделал за него старший брат. Мария Александровна, не посвященная Владимиром в подробности его деятельности во время пребывания в университете, считала, что власти относятся к Владимиру особенно строго из-за старшего брата-висельника. Ее претензии к властям развеял один из полицейских чинов, сообщивший о том, что Владимир практически не посещал университет, был членом незаконных землячеств и шел со сжатыми кулаками на инспектора Потапова. А университетские инспекторы характеризовали Владимира как скрытного, невнимательного и даже невежливого студента. 5 декабря 1887 года Владимир Ульянов был отчислен из числа студентов Императорского Казанского университета с запретом на проживание в столице и университетских городах. На следующий день он с матерью и младшей сестрой уехал из Казани под присмотром полицейского чина. По ходатайству матери местом высылки Владимира стало родовое имение Кокушкино, где отбывала 5-летнюю ссылку по делу Шевырева-Ульянова его старшая сестра Анна. Основным занятием в Кокушкино у Владимира было чтение книг и журналов из библиотеки покойного мужа его тетки Любови Александровны. Именно в этот период он знакомится с журнальной публицистикой Добролюбова, Чернышевского, Писарева. Это было чтение запоем. Так скажет позже Владимир о своем пребывании в Кокушкино. Еще в 1887 году Федор Керенский был убежден: за обучением и нравственным развитием Ульянова всегда тщательно наблюдали родители, а с 1886 года, после смерти отца, одна мать. В основе воспитания лежала религия и разумная дисциплина. В день своего 18-летия, 10 апреля 1888 года, Владимир, порвавший с религией в 15 лет, становится восприемником дочери крестьянина Якима Георгиева. Обнаружив такое двойственное отношение к православию, атеист на словах, верующий по поступкам, будущий неутомимый борец с религией Владимир Ульянов продемонстрировал свою способность действовать по обстоятельствам в определенной ситуации. Через год, в июле 1889-го, на венчании Анны Ульяновой и Марка Елизарова Владимир Ильич выступил поручителем как православный дворянин, подтвердив свое жизненное кредо так относиться к религиозным чувствам. В июне 1888 года мать Владимира ходатайствует о разрешении вновь принять ее сына в университет. Ее ходатайство отклоняется. В сентябре 1888 года Владимир обращается к министру внутренних дел с просьбой разрешить ему отъезд за рубеж для поступления в заграничный университет. Министр отклоняет просьбу, но вскоре полицейский департамент дает разрешение Владимиру на проживание в Казани. К зиме 1888-1889 годов на лице Владимира Ульянова появились намеки на маленькую бородку. В эту же зиму у бывшего студента Ульянова началось формирование социал-демократических убеждений. Он начал изучать «Капитал», книгу немецкого писателя-публициста Карла Маркса. В сентябре 1888 года Анна Ульянова проходит медицинское освидетельствование как страдающая нервной болезнью
и именно в связи с этим ей было разрешено проживание в Казани для лечения. Заведующим психиатрической клиникой окружной Казанской лечебницы в это время был Владимир Михайлович Бехтерев, профессор кафедры психиатрии Казанского университета, впоследствии ставший академиком, директором Института мозга Академии наук СССР. Коллегой Бехтерева по университету и научным исследованиям в области гистологии был Алексей Ефимович Смирнов, в 1889 году получивший степень доктора медицины. 29 апреля 1889 года Владимир Ульянов получает медицинское свидетельство номер 108, в котором профессор Николай Иванович Котовщиков, терапевт по специальности, и доктор медицины Смирнов указывают, что Владимир Ульянов страдает катаром желудка. Для лечения ему нужно пользоваться щелочными водами, и лучше французскими водами Виши. В мае Владимир Ульянов подает прошение казанскому губернатору Полторацкому о выдаче паспорта на выезд за границу по медицинским показаниям. В департаменте полиции Казани собрались свидетельства о нервной болезни Анны Ульяновой и болезни Владимира Ульянова, прошение Марии Александровны Ульяновой о возможности лечения своих старших детей. Одновременно с этим полицейский департамент располагал письмом директора Симбирской классической гимназии Федора Михайловича Керенского к окружному инспектору Тимофееву, в котором Керенский писал: «Ульянов, смею думать, мог встать в умоисступление вследствие роковой катастрофы, постигшей несчастное семейство и, вероятно, губительно повлиявшей на впечатлительного юношу». Вне всякого сомнения, работники полицейского департамента Казани, профессор Бехтерев, профессор Котовщиков, доктор медицины Смирнов знали о самоубийстве ближайших родственников Анны и Владимира. Двоюродного деда Дмитрия Дмитриевича Бланка, брата Марии Александровны. Дмитрия Александровича Бланка, родного дяди ее детей. А поступок Александра Ульянова психиатрия оценивает как суицид. Поэтому можно вполне определенно говорить об их наследственном психическом заболевании – циркулярном психозе, имеющем современное название маниакально-депрессивный психоз. В начале мая 1889 года семья Ульяновых отбыла в Самарскую губернию, в деревню Алакаевка. Но надежда Марии Александровны вырвать Владимира из революционной деятельности, занять его заботами о деревенском хозяйстве, не оправдалась. «Мать хотела, чтобы я хозяйством в деревне занимался. Я начал было. Да вижу, нельзя. Отношения с крестьянами ненормальными становятся». Так позже Владимир Ильич прокомментирует Крупской свое пребывание в Алакаевке. Согласно справке департамента полиции, в мае 1889 года казанский губернатор представил ходатайство Ульянова о разрешении ему выезда за границу для лечения, и его превосходительство господин директор названное ходатайство изволили отклонить, ввиду того, что от означенной в медицинском свидетельстве болезни Ульянов может ехать на Кавказ. Самарский губернатор вынес резолюцию на решение департамента полиции, что лечиться можно кавказскими минеральными водами, например, Ессентуки номер 17. В сентябре Ульяновы переезжают в Самару. Зима 1889 года была отмечена у Владимира знакомством с самарским присяжным поверенным, шахматистом Андреем Николаевичем Хардиным. Подружившись с Хардиным по шахматной переписке через Марка Елизарова, Владимир обрел влиятельного знакомого, сыгравшего важную роль в его дальнейшей судьбе. С первых дней пребывания в Самаре Владимир знакомится с революционной молодежью и бывшими ссыльными. В интеллигентской среде преобладало народничество, идеологическая доктрина и общественно-политическое движение. По своей сути, народничество – это одна из разновидностей утопического социализма.
Народники считали, что в народной массе живут общественные и этические идеалы, а русскую крестьянскую общину они видели не иначе, как прообраз коммуны. Для России народники предлагали свой особый путь развития – от самодержавия к социализму, минуя капитализм. В советской историографии народники выставлялись врагами социал-демократии. В действительности они боролись с самодержавием так же, как и социал-демократы. Социал-демократия для России была новым революционным движением, так как многие считали, что для нее нет достаточных условий из-за малочисленности пролетариата в лице фабрично-заводских рабочих. К народникам причислял себя старший брат Владимира Ульянова Александр, написавший манифест террористической организации «Народная воля». В первых числах сентября 1889 года Владимир Ульянов знакомится со своим сверстником Алексеем Павловичем Скляренко. Высокого роста, физически сильный, с умным выразительным лицом, в темном пенсне и суковатой палкой в руках, больше похожей на посох патриарха, Скляренко отличался бесшабашной смелостью и способностью много и увлеченно говорить о несправедливости самодержавия. Товарищами Скляренко были ученица фельдшерской школы, проживавшая с ним в одной квартире, помощник железнодорожного машиниста и выпускник ремесленного училища. С первых дней знакомства со Скляренко Владимир подверг резкой критике его взгляды, доказав, что народ в трактовке народников есть фикция, так как в этом понятии они объединяют различные классовые группы – крестьянина-кулака, крестьянина-батрака и рабочего. Вскоре Владимир прослыл в Самаре теоретиком и авторитетным знатоком марксизма. Член кружка Скляренко Беляков так описывал встречи с Владимиром Ульяновым. Мы слушали беседы Владимира Ильича по марксизму, изучить который было заветной мечтой тогдашней мыслящей молодежи, как увлекательную и глубоко поучительную сказку. Старых богов с легкомысленной беззаботностью молодежи выбрасывали в мусорную яму без сожаления и даже с некоторым злорадным ожесточением. Марксизм как общественно-политическое движение, философское и социально-политическое учение, основоположниками которого были Карл Маркс и Фридрих Энгельс, стал известен в России благодаря Павлу Васильевичу Анненкову, дворянину, богатому симбирскому помещику, литератору либерального направления. 33-летний Анненков познакомился с 28-летним Марксом в 1846 году в Германии. Маркс писал: «В 1843-1844 годах в Париже тамошние русские аристократы носили меня на руках. Мои сочинения нигде не нашли такого большого сбыта, как в России. И первой иностранной нацией, которая переводит капитал, оказывается русская. Русские аристократы в юношеские годы воспитываются в немецких университетах и в Париже. Они гонятся всегда за самым крайним, что дает Запад. Это чистейшее гурманство». Ученые-марксисты одним из важнейших достижений Карла Маркса считают материалистический метод в познании общественных явлений – исторический материализм. Утверждение марксистов, что Карл Маркс создал научную теорию, научный коммунизм, не нашло подтверждения, так как все без исключения теории Маркса не отвечают современному представлению о научной теории, устойчивости к критике и подтверждению историческим ходом событий, примером чему служит крах Коммунистической партии Советского Союза. Интерес Маркса и Энгельса к России прежде всего определялся коммерческими целями – получением платы за издание публицистической литературы, о чем они многократно напоминали своим русским издателям. Фундаментальные ошибки, допущенные Марксом и Энгельсом в их экономических, философских, социально-политических трудах, марксисты всех времен объясняют тем, что, не составляя исключения из человеческого рода, Маркс и Энгельс могли ошибаться в отдельных случаях в оценке тех или других факторов. Так комментировал Павел Аксельрод ошибки в работах Маркса.
Под воздействием речей о марксизме Владимира Ульянова Скляренко и его товарищи отказались от идей народничества и стали считать себя марксистами. Одной из серьезных трудностей юных марксистов было приобретение книг Маркса, запрещенных цензурой. 27 декабря 1889 года Владимир Ульянов отправляет двойную открытку с оплаченным ответом в книготорговую фирму Бракгауза, находившуюся в Лейпциге. В своем письме Владимир просит сообщить ему, принимает ли фирма Бракгаус в уплату за книги русские ассигнации, сколько стоит в Лейпциге русский рубль, получает ли фирма списки книг, запрещенных цензурой в России, и сколько стоит доставка этих книг в Самару. В этот запрос он включает сочинения Маркса, Энгельса, Каутского. Вскоре литературный голод марксистского кружка Скляренко-Ульянова был удовлетворен. Книжные полки в комнате Владимира пополнились трудами Маркса и его последователей. В числе новых знакомых Ульянова была ссыльная Мария Петровна Яснева, народница, якобинка. Она одна из первых ощутила пропагандистские способности 19-летнего марксиста. Днями, вечерами и ночами Владимир объяснял 30-летней народнице учение Маркса, и вскоре она перешла на сторону марксистов. В мае 1890 года Мария Александровна, обеспокоенная увлечением Владимира марксизмом, решается на отчаянный шаг – поездку в Петербург для встречи с министром народного образования Деляновым по поводу получения Владимиром разрешения на учебу в каком-нибудь из русских университетов. Написанное Марией Александровной прошение на имя министра народного образования искренно и логично. Мучительно больно смотреть на сына, как бесплодно уходят его самые лучшие годы для высшего образования. Такое бесцельное существование, без всякого дела, не может не оказывать самого пагубного нравственного влияния на молодого человека. Почти неизбежно должно наталкивать его на мысль даже о самоубийстве. В числе книг, изучаемых средней дочерью Марии Александровны Ольгой, мечтающей стать врачом, были работы известных европейских психиатров: «Гениальность и помешательство» Чезаре Ламброза, «Наследственность» Теодюля Рибо и «Психология внимания» этого же автора. Вне всякого сомнения, что их содержание было известно и Марии Александровне, умной, образованной женщине, способной сопоставить тексты книг с историей самоубийств ее родного дяди, брата Дмитрия и сына Александра. Мысль о возможном самоубийстве Володи как результате наследственного психического заболевания нашла свое отражение в письме к министру народного образования. Министр удовлетворил просьбу Марии Ульяновой, но при этом сделал надпись на ее письме: «Спросить об нем попечителя и департамент полиции. Он скверный человек». Получив в департаменте полиции ответ министерства номер 8076, разрешающий экстернам держать экзамены по предметам юридического факультета, Владимир пишет очередное прошение на сдачу экзаменов испытательной комиссии при Петербургском университете. В конце августа 1890 года Владимир Ульянов отправляется в Петербург для выяснения условий сдачи экзаменов. Осенью того же года в Петербург приезжает Ольга Ульянова, поступившая на высшие женские курсы, в народе называемые бестужевскими. Ее подругами на курсах становятся Зинаида Невзорова и Аполлинария Якубова. С первых дней знакомства Ольга сообщает Невзоровой и Якубовой о трагической судьбе старшего брата Александра, о сестре Анне, отбывающей ссылку, о брате Владимире, исключенном из университета за участие в студенческих волнениях. Она передает им рукописный перевод манифеста коммунистической партии Карла Маркса и Фридриха Энгельса, сделанный совместно с братом Владимиром.
Со страниц этой запрещенной цензурой в России книги, наряду со многими некорректными формулировками и выводами, Маркс и Энгельс, рассуждая о женах, писали: «Буржуазия смотрит на свою жену как на простое орудие производства». То есть у Маркса и Энгельса рядовой буржуа – это участник процесса, в котором есть орудие производства – жена, и конечный продукт – ребенок. Понятно, что в этом случае отсутствует наемный труд, который, по мнению марксистов, является основой капиталистического производства. Вкладывая свой труд, буржуа должен получить конечный результат – ребенка, который, согласно диалектике Маркса, обязан обладать стоимостью. В реальном мире дети не имеют стоимости и не могут отождествляться с товаром, следовательно, жены не являются орудием производства. Далее основоположники научного коммунизма пишут: буржуазный брак является в действительности общностью жен. Коммунистам можно было бы сделать упрек разве лишь в том, будто они хотят ввести вместо лицемерно прикрытой общности жен официальную, открытую. Коммунистам нет надобности вводить общность жен. Она существовала всегда. Такие режущие слух выводы Маркс сделал из собственного опыта, о чем свидетельствует его биография. Маркс прелюбодействовал со своей домработницей Еленой де Мут, от которой у него был внебрачный сын. После смерти Карла Маркса де Мут с сыном жила у Энгельса. Фридрих Энгельс, как продолжатель идей Маркса, пошел еще дальше, написав: «Первая появляющаяся в истории противоположность классов совпадает с развитием антагонизма между мужем и женой при единобрачии, и первое классовое угнетение совпадает с порабощением женского пола мужским». Естественно, такие революционные идеи не могли не впечатлить курсисток Ульянову, Невзорову и Якубову. Вероятнее всего, что именно в этот свой приезд в Петроград Владимир Ульянов обратил внимание на Аполлинарию Якубову, выделявшуюся среди курсисток своей красотой. Современница описывала ее так: широкая в плечах, с крепко посаженной русой головой, с небольшими блестящими карими глазами и ярким румянцем. Она казалась воплощением здоровья. От нее так и пахло свежестью полевых трав. Мы звали ее черноземной силой. В конце октября 1890 года Владимир направляется из Петербурга в Самару. До своей следующей поездки в столицу Ульянов усиленно готовится к сдаче экзаменов в университет, проявляя при этом огромное трудолюбие. Во второй приезд в Петербург в конце марта 1891 года Владимир Ульянов посещает общежитие высших женских курсов, где его сестра Ольга вместе с Невзоровой и Якубовой организовали марксистский кружок. 24 марта Ольга Ульянова заболела брюшным тифом в тяжелой форме. Владимир отвез сестру в Александровскую больницу на набережную реки Фонтанки. Когда Ольга стала чувствовать себя лучше, от новой инфекции у нее началось рожистое воспаление кожи. Она сильно опухла, кричала от боли, ее положение врачи признали критическим. Телеграммой Владимир вызвал в Петербург Марию Александровну. Однако приезд матери не изменил состояние здоровья дочери. 10 мая 1891 года Ольга Ульянова скончалась. Ее хоронят на литературных мостках Волковского кладбища. В последний путь Ольгу провожали многие бестужевки, в их числе Зинаида Невзорова и Аполлинария Якубова. Жаркое лето 1891 года Владимир провел в Самаре. В часы летней жары Ульянов, Скляренко и их товарищи посещали пивную Жигулевского пивоваренного завода, расположенную на берегу Волги. В лучших традициях Маркса, марксята, так называли группу Скляренко-Ульянова «Самарские народники», за кружкой холодного пива обсуждали трудности постижения диалектики своего учителя.
В первых числах сентября 1891 года Владимир уезжает в столицу для сдачи экзаменов. Юридическая испытательная комиссия при Императорском Санкт-Петербургском университете выдала Владимиру Ульянову диплом первой степени, считавшийся престижным для начинающего юриста. Вернувшись в Самару, Владимир Ильич поступает на работу помощником к присяжному поверенному Хардину. В этом качестве он участвовал в 15 процессах о краже мерзлого белья, денег, самоуправстве помещиков и других малозначительных делах, из которых практически все выиграл. Обстановка в России из-за засухи 1891 года ухудшилась. Начался голод в 17 губерниях. Правительство приняло срочные меры. Запретило экспорт ржи и пшеницы из России, выдало более 34 миллионов рублей сельским общинам на нужды продовольствия. Самарская интеллигенция при поддержке купцов и промышленников стала открывать бесплатные столовые и раздавать продовольствие особо нуждающимся горожанам. Владимир Ульянов и Мария Яснева, руководствуясь положениями марксизма, отказались принимать участие в помощи голодающим. Как писал об этом позже Алексей Александрович Беляков. Владимир Ильич имел мужество открыто заявить, что последствия голода, нарождение промышленного пролетариата, этого могильщика буржуазного строя, явление прогрессивное, ибо содействует росту индустрии и двигает нас к нашей конечной цели, к социализму через капитализм. Но именно только последствия голода создают прогрессивное явление, а не самый голод. Одновременно голод, разрушая крестьянское хозяйство, разбивает веру не только в царя, но и в Бога, и своевременно, несомненно, толкнет крестьян на путь революции и облегчит победу революции. Известно, что страшными последствиями голода являются прежде всего смерть людей и изменение судеб уцелевших. Владимир Ульянов, сделав это заявление, поставил себя в ряд революционеров, проповедующих смерть во имя достижения цели – свершения революции в России. Ульянов вел систематическую и решительную работу против Комитета помощи голодающим, организованного при участии самарских народников. К концу января 1892 года, по свидетельству очевидцев, Владимиру Ульянову все-таки удалось дезорганизовать работу народников в этих комитетах. Помощь в теоретической борьбе с ними пришла из-за рубежа. В Самаре появились брошюры Георгия Плеханова «Всероссийское разорение» и о задачах социалистов в борьбе с голодом в России, которые сильно укрепили позиции Ульянова и его кружковцев. Поставка нелегальной литературы в Россию, социал-демократической, марксистской, занималась группа освобождения труда, основанная тамбовским дворянином Георгием Валентиновичем Плехановым в 1883 году в Женеве. Основным направлением деятельности группы было выбрано распространение путем перевода на русский язык книг Маркса, Энгельса и других авторов марксистской школы. Борьба за массы русскими марксистами в эмиграции началась с окормления идеями Маркса неокрепших душ гимназистов, семинаристов, курсисток, студентов и разночинной интеллигенции. Сам Плеханов и члены его группы выросли в условиях развития капитализма в России, и получение доходов от торговли нелегальной литературой для них было так же естественно, как критика самодержавия. Георгий Валентинович отчаянно боролся со своими конкурентами за право монопольно переводить на русский и издавать за границей труды Маркса, Энгельса для последующей продажи в России. В письмах к Марксу Плеханов называет его не иначе, как «великий учитель». К Энгельсу он обращался «мой генерал», «вождь», «мой учитель». В
В письме Энгельсу в Лондон от 25 марта 1893 года Плеханов пишет: «Дорогой и глубоко уважаемый учитель, примите, дорогой учитель, уверение в моей искренней преданности». В письме от 30 октября 1894 года Плеханов называет Энгельса «мой дорогой генерал». Такой подход к неиссякаемому источнику прибыли, тиражированию книг Маркса и Энгельса, возымел свои результаты. Плеханов получил от Энгельса монопольное право на производство и продажу его и Маркса книг в России. Появление брошюр Плеханова в Самаре – это прежде всего результат развития коммерческого предприятия группы освобождения труда в России и личной ненависти ее членов к самодержавию. Самарская группа Скляренко-Ульянова в цепи распространения марксистской литературы была последним звеном. Дальнейшее движение книг определялось агитацией с привлечением в группу новых членов. Самарский период дал Ульянову опыт организации марксистских кружков, опыт поставки и реализации нелегальной литературы, опыт борьбы с конкурирующими общественно-политическими движениями. К концу зимы 1893 года Владимир Ильич Ульянов заскучал. Жизнь в Самаре удручала своим однообразием. Его перестали занимать шумные журфиксы и тайные собрания марксистов. Этот город стал тяготить Владимира своим провинциальным патриархальным укладом. Последним импульсом, заставившим Ульянова перейти к мысли о переезде в Санкт-Петербург, стала повесть Антона Чехова «Палата номер 6». Свои впечатления о ней он определил словами: «Когда я дочитал вчера вечером этот рассказ, мне стало прямо-таки жутко. Я не мог оставаться в своей комнате. Я встал и вышел. У меня было такое ощущение, точно я заперт в палате номер 6». Для него Самара стала такой палатой номер 6. Он рвался из нее так же, как несчастный больной Чехова. Он решил поселиться в более живом, умственном и революционном также центре – Питере. Так писала о причинах отъезда Владимира из Самары Анна Ульянова. Современник Ульяновых, профессор Сорбонны, доктор медицины Теодюль Арманд Рибо, основатель французской экспериментальной психологии, в книге «Теория внимания» писал: «Случаи глубокого и устойчивого внимания обнаруживают все признаки неутомимой страсти, постоянно возобновляющейся и постоянно жаждущей удовлетворения». Эта книга Рибо была в библиотеке семьи Ульяновых. Сравнивая брата с героем палаты номер 6, зная его характер, Анна Ульянова очень точно определила состояние Владимира в последние месяцы его пребывания в Самаре. Теодюль Рибо открыл так называемый закон эволюции психических функций, согласно которому высшие функции мозга, интеллект и нравственность, будучи высшими достижениями человеческого развития, при болезни или под воздействием наркотиков нарушаются первыми. В представлении Владимира Ульянова нравственность была связана с классовым анализом социальных событий. Он утверждал, что за нравственными интересами людей кроются классовые интересы. Ленин писал: «Мы говорим, что наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата. Наша нравственность выводится из интересов классовой борьбы». Петр Маслов, опираясь на личные беседы с Лениным, его литературные труды и публичные выступления, раскрывает миросозерцание Владимира Ульянова. Что есть истина? То, что ведет к революции и к победе рабочего класса. Что нравственно? То, что ведет к революции. Кто друг? Тот, кто ведет к революции. Кто враг? Тот, кто ей мешает. Что составляет цель жизни? Революция. Участие в незаконных организациях, распространение нелегальной литературы, действия безнравственные в отношении своей семьи, нуждающейся в постоянной поддержке Владимира, а также в отношении класса, к которому принадлежал дворянин Ульянов. Бойкот организаций, помогающих голодающим во имя удовлетворения собственных желаний – это проявление абсолютной безнравственности.
как и участие Владимира, атеиста по убеждениям, в религиозных обрядах. 20 августа 1893 года в 2 часа дня Ульяновы покидают Самару. В кармане Владимира Ильича Ульянова лежит письмо самарского присяжного, поверенного Хардина, к петербургскому присяжному, поверенному Михаилу Филипповичу Валькенштейну, в котором Хардин рекомендует Ульянова как способного энергичного юриста. В жизни 23-летнего Владимира начинается новый период – петербургский.